Меня зовут Маша, мне 29 лет. Наверное, самое яркое событие — это отрицательное, к сожалению. Дедушка у меня был парализован. Это случилось, когда мне было, наверное, лет 5. Вот. И длилось это 13 лет. Я просто его очень любила, и люблю. У меня, в общем, было очень хорошее детство, яркое. То есть, наверное, как правильно говорят, спокойное детство, счастливое детство. Но вот это вот событие с дедушкой, дедушка, бабушка для меня очень такие люди близкие, наверное, ближе, чем мои родители. Вот, поэтому, если говорить о воспоминаниях с детства, то это мне первое, что приходит, к сожалению, на ум. В детстве я хотела стать женой президента. Мне казалось, это самая лучшая профессия. У тебя есть муж, который тебе все разрешает, все может достать, и в общем, ты какой-то супер человек, но при этом тебе ничего для этого не нужно делать. Дурочка. Я была очень наивная. Я была очень доверчивая. Я бы ей сказала просто притормозить, снизить обороты, чтобы не бежать, не гнаться. То есть в 20 лет мне было сложно переубедить. Я в 20 лет не хотела семью, я не хотела замуж и ребенка, я хотела покорять, скажем, этот мир, этот город. Находясь в декрете 1,5 года, я, наверное, стала бояться потерять близких, потому что все остальное я уже пережила и прошла. То есть я не боюсь заболеть чем-то, я не боюсь обеднеть, я не боюсь что-то потерять материальное, но потерять близких я очень боюсь. Потому что, опять же, произошло не очень хорошее событие в декрете, у меня умерла уже бабушка. Вот, ей уже было очень много лет, это было предсказуемо, но тем не менее все равно было неожидаемо. Это самое страшное. Я боюсь потерять близких, тех, кто у меня есть, тех, кто остались. Я семью немного разделяю. У меня есть моя семья, это мой муж и ребенок. Несмотря ни на что, они у меня на первом месте. Потом идет уже личная моя семья, это мама, дяди, то есть, и семья супруга тоже. Но наша семья, вот эта вот маленькая ячейка на сегодняшний день, она для меня все. Я могу пожертвовать всем ради нее. Если там нужна помощь, время, финансы, то есть у меня не стоит выбор, что выбрать. С кем провести время, с подругами, грубо говоря, или с ребенком. Я проведу время с ребенком. Человек, что я больше к людям расположена. Я иногда не люблю себя, да, то есть для меня любовь — это люди. Люди, которые меня окружают, их внимание, их забота по отношению ко мне, опять же, мое внимание, забота к ним. То есть время, для меня любовь — это время. Есть 5 языков любви, что-то подобное. И вот для меня любовь — это время. Время, которое люди тратят на меня или я трачу на них. Вообще не быстро. Абсолютно. На минимальной скорости. У меня супруг 2 года меня добивался, скажем так. У нас были 2 года просто общения, какие-то свидания, поцелуи. Мы просто общались 2 года. То есть я очень тяжело подпускаю к себе людей, тем более близких. Я бы, наверное, хотела сказать, что я вообще представляла свой декрет, свою беременность, свою роль мамы иначе. Я прочитала очень много литературы, как мне казалось, и думала, что у меня все будет как в книжках. Но это оказалось не так. Мой ребенок абсолютно не подходит под какие-то стандарты. То есть он настолько уникальный, и мне приходится тоже становиться в каких-то моментах уникальной мамой именно для своего ребенка. Вот. Поменялась я в первую очередь. Я стала более жесткой в каких-то вопросах, потому что у меня ребенок, да, на первом месте. Я должна о нем думать, а не о ком-то. Вот. То есть и я стала в то же время более требовательной к себе. Вот, как к маме, как к человеку. То есть я сейчас хочу из всего извлекать максимум пользы, чтобы у меня было больше времени на ребенка. И, соответственно, любое какое-то мое начинание, действие, оно должно быть полезным. Если это просто посидеть, позалипать в телефон, то нет. А если это что-то такое продуктивное, какой-то творческий процесс, то да. Меня очень просто сделать счастливой на самом деле. Когда все вместе. Вот когда у Матвея был день рождения, мы собрались всей семьей, вот это у меня было счастье. Мне казалось, что вот это вот какой-то пик счастья в том плане, что вот мы все вместе, мы все рядом,
То есть там все живы-здоровы, грубо говоря, и вот такой момент, он для меня счастливый. Я чересчур эмоциональна. Это какое-то мое проклятие. Я стараюсь справляться со своими эмоциями, но я могу как сильно обрадоваться чему-то, так сильно чему-то огорчиться или очень сильно разозлиться. И иногда мне, конечно, сложно это все держать под контролем. Вот. Не то, чтобы я как-то срывалась на близких, но я раздражаюсь. То есть я могу, если у меня что-то не идет, и меня это очень сильно беспокоит, то я раздражаюсь. Да. Ну, это честно я могу сказать. Что вкладывать в понятие дружба? То есть дружба — это прийти на выручку, это помочь. То есть для меня это дружба. Это не обязательно встречаться каждый день. Да? Вот опять же в декрете это все проявилось на самом деле. Какие-то подруги звонят сами, приходят сами. И, соответственно, я по отношению к ним также себя веду. Опять же, повторюсь, люди, те, кто вас окружает. Если вас окружают правильные люди, то вы будете счастливы, вы будете успешны. Важное окружение, самое важное. Все остальное — это абсолютно приобретенное. Я сейчас развиваюсь как SMM-специалист. Я веду разные коммерческие аккаунты, мне это интересно. Но я хочу заметить, что я не какой-то топовый там специалист, я учусь, я практикующий специалист. Я очень много времени и сил трачу именно на обучение, и мне это интересно. В будущем, может быть, я бы это все применила уже к какому-то своему делу или бизнесу. Я буду расстроена, что мне уже 30. Но я себя вижу мамой, еще дважды мамой уже, как минимум. Я хочу этого. Я себя вижу, наверное, опять же, свободной. То есть я сейчас к этому стремлюсь, о том, чтобы заниматься тем, что нравится, не думать о каких-то бытовых вопросах. Вот. И я бы хотела через 5 лет быть свободной, дважды мамой и минус 20 килограмм. Если уже загадывать. Маша, я желаю тебе стать еще раз мамой, похудеть на 20 килограмм и отправиться в путешествие, о котором ты мечтаешь.